Еще одно видео перед тем, как мы начнем читать воспоминания Ольги Драбахи. Надо пояснить некоторые моменты, чтобы вам было понятно, о ком будет идти речь или о каких событиях. Если бы эти воспоминания публиковались, то можно было бы поставить всякие ссылки, сноски, но у нас видеоматериал, и я не хочу при чтении постоянно прерываться, чтобы объяснять, что и кто. Поэтому сначала прослушайте, кого Оля будет упоминать и какие события. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Первое. Поп Покровский. Это был священник на Каменском заводе. Звали его отец Иоанн Покровский. Также он был замечен как священник Свято-Николаевской церкви Каменского Екатеринославского уезда в 1920 году. Второе. Где проживали Драбахи? На том месте, где была улица Красноармейская и Украинская. В начале 80-х эти улицы снесли и на их месте построили конвертерный цех. Это Красный квадрат. Дом Драбах был, видимо, где-то в начале улицы, ближе к проспекту Свободы, а раньше это была улица Новобазарная. Как считает местный краезнавец Александр Слоневский, пройдя дальше по проспекту к месту, где в настоящее время находится здание музея города, в районе сегодняшнего конвертерного цеха увидели бы пару сотен домов и церковь. Это и было село Каменское. Выше Первомайской находилась улица Широкая, которую Оля упоминает, там они арендовали огород. Третє. Тичок. Тичок – це застаріла назва базару, де торгують поношеними речами. Потом это слово превратилось в товчок, толкучка. Оказывается, толкучка это не потому, что там толкались, а это трансформированное название базара тычок. Оля говорит так: тычок это место на базаре. Моя мама еще пела: ой, там на тычку на базаре, и я это так помню. Поэтому мне режет слух, когда поют на товчку. Это уже современные деятели переделали. Ой, там на тічку, на базарі, жінки мужиків продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу та й продам. Четвертое. Забастовки. С началом Первой мировой войны на Каменском заводе ввели особый режим и приняли меры к усилению дисциплины. Отработка сверхурочных часов стала обязательной. Распространенным наказанием было увольнение работника с последующей отправкой на фронт. Гайки постепенно закручивали, и в 1916 году на заводе произошла массовая забастовка. Директором завода в то время был Адольф Станиславович Макомазский. Адольф Станиславович окончил Харьковский технологический институт и с 1894 поступил на работу на Каменской завод. А в 1903 его пригласили на должность директора Ченстаховского металлургического завода. Но что-то там не срослось в Ченстахове, и он через 5 лет возвратился на Каменской завод в качестве помощника директора, затем стал вице-директором, а в 1915 директором. На фото так называемый дом Макомазского. Как пишут историки, его работа на посту директора сопровождалась превосходными цифровыми данными отчетов за истекающими один за другим операционными периодами. Супруга Макомазского Анна Федоровна закончила Харьковскую гимназию с золотой медалью и занималась семьей, а также благотворительностью. Но благотворительность не нужна там, где у работников нормальная зарплата и хорошие условия труда. А на заводе рабочих часто обсчитывали, платили им немного при 12-часовом рабочем дне. Как это выглядело, Оля нам подробно распишет. Но есть проблема, которая до сих пор стоит на повестке дня. Карл Маркс был не дурак, просто его расчетами воспользовались всякие проходимцы. А Карл Маркс просто хотел показать, что сверхприбыли капиталисты получают за счет низкой зарплаты в том числе. И большевики, естественно, на этом играли. И вот 6 января 1916 года забастовал Новомартеновский цех. Рабочие требовали прекращения обсчетов, повышения зарплаты на треть, 8-часовый рабочий день и прекращения войны.
На следующий день, 7 января, забастовка стала всеобщей. Около 7 тысяч металлургов не вышли на работу. Забастовка началась 6 января в четверг. А что делает в это время Макомазский? Он 7 января, в пятницу, в инженерном клубе Каменского отмечает, как ни в чем не бывало, серебряную свадьбу вместе с супругой Анной Федоровной. И, может быть, даже во время этого празднования он вызвал срочно войска из Екатеринослава, которые заняли основные объекты завода. Отпраздновав серебряную свадьбу, Макомазский пошел на переговоры, чувствуя за собой штыки в его поддержку. Но переговоры с представителями бастующих зашли в тупик. 10 января прибывают на завод еще более высокие чины и предупреждают, что если стачка не будет прекращена немедленно, то военные начнут стрелять. Опасность кровопролития была более чем реальная. Администрация пошла на некоторые уступки и повысила оплату большинству рабочих. Завод начал работать. Но уже 1 апреля забастовали котельщики, когда узнали, что за март их зарплата будет ниже февральской. И администрация просто уволила всех участников забастовки. Тогда в знак солидарности с ними рабочие других цехов начали бросать работу. Стачка превратилась во всеобщую. Из 5 доменных печей работали 2, да и то их обслуживали военнопленные. Кроме всего прочего, было выдвинуто требование немедленно восстановить на работу всех уволенных. Прибывает подкрепление, новые отряды войск и полиции. Макомазский объявляет, что вытурит всех, кто не приступит к работе. Опять прибыла правительственная комиссия. В итоге зарплату вынуждены были повысить многим категориям рабочих, но в то же время 360 человек, видимо, зачинщиков забастовки, мобилизовали и отправили на фронт. Таким образом, Арсеничев, Беседов, Беспалов, Колюбаев, Губа, Тюленев и другие были арестованы. Суд, ссылка, откуда они вернутся только после февральской революции 17 года. Вот так Макомазский и иже с ними, можно сказать, приближали революцию своими собственными руками. В ноябре 17-го была еще одна забастовка, на момент которой директор Макомазский и вице-директор Клюковский пребывали в отъезде. Эту забастовку уже организовали не рабочие, а даже союз служащих. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 5. Немного поясним из истории Каменского-Днепродзержинска. При советской власти там страшно почитали товарищей Сыровца и Арсеничева. Институт имени Арсеничева, а рядом улица Харитонова, центральная улица имени Сыровца. И мало кто задумывался, что ж в этих товарищах такого героического. И, как всегда, народ дорисовывал себе в уме что-то какие-то там видные революционеры с шашками наголо и геройски погибшие. Молодой человек, который руководит собранием, сидит в центре, это Михаил Арсеничев, а это товарищ Сыровец. И вот пришлось вникнуть, и оказалось, что слухи о героичности этих товарищей сильно преувеличены. Как выяснилось, летом 1919-го группу большевиков Каменского, Арсеничева, Харитонова, Сыровца, Татаренко, Василия Меркушина и других торжественно оставили для подпольной работы в тылу деникинцев. Но деникинцы горе-подпольщиков быстро разоблачили, и 15 июля 1919 их в Екатеринославе арестовали и посадили в тюрьму. Брат Меркушина, Иван, поехал в Екатеринослав выручать Василия, и ему это удалось. Потом Василий станет начальником Каменской милиции. Также Иван пытался освободить и Федора Сыровца, который возглавлял Каменскую милицию в 1918 году. Братья Меркушины приехали потом с белогвардейцами в Каменское, устроили попойку, чтобы отблагодарить деникинцев, но Сыровца освободить не удалось. По воспоминаниям очевидцев, камеру, куда посадили Арсеничева и Харитонова, охраняли казаки, которые страшно ненавидели большевиков. Их можно понять. Все нормальные люди ненавидели большевиков. Но товарищи не унимались и пытались переагитировать своих тюремщиков. В принципе, распропагандирование неприятеля – это была достаточно распространенная история. В видео об атамане Малашко мы рассказывали, как он переагитировал своих конвоиров и тем спасся. Но переагитация – дело тонкое. Тут нужны такие качества, как талант, мера, харизма.
А большевики, что привыкли действовать нахрапом, чувство меры им было чуждо, и, по всей вероятности, у Арсеничева с сотоварищами варежка не закрывалась, и они задолбали своей большевистской чушью всех окружающих, у которых и так нервы были на пределе. Потому что пленных товарищей никто не собирался казнить. Их мирно повели в сторону вокзала через городской парк, мимо экспонатов мирной промышленной выставки. А члены Екатеринославской партячейки уже поджидали здесь конвой в надежде выкупить или отбить однопартийцев. Но к их ужасу они стали очевидцами такой картины. По дороге Арсеничев с Харитоновым так допекли казаков своей большевистской хренью, что у одного из конвоиров сдали нервы, и он зарубил обоих шашкой. В итоге товарищи большевиков быстренько прикопали на месте. Но через год перед советской властью стал сакраментальный вопрос: а кого назначить в герои Каменского? И вспомнили своих незадачливых товарищей. И 13 июня 1920-го останки их выкопали, перенесли в Каменское и похоронили в братской могиле борцов революцию. В этом же году осенью начали сооружать монумент Прометей, а в 1923 монумент был открыт в торжественной обстановке. Бывшая базарная площадь Днепродзержинска-Каменского, о котором рассказывает Оля Дробаха в своем дневнике. И вот место Прометея, где хоронили Арсеничева, Харитонова и остальных коммунистов. Она тоже это описывает. Памятник вот такой сейчас, достаточно покоцанном состоянии. Но, к моему ужасу, здесь до сих пор горит вечный огонь. Декоммунизации не слышали. И мы сейчас посмотрим, что здесь написано. Мы победили, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства проявили невиданный героизм, совершали чудеса храбрости, перенесли неслыханное лишение, жертвовали собой. Какие-то участники городской подпольной организации КПБУ, павшие в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Тут уже сборная, видимо, братская могила. Воины советской армии, павшие. И вот интересующие нас товарищи. Старые большевики, участники гражданской войны: Арсеничев, Беседов, Беспалов, Губа, Заварихин, Корчевский, Сыровец, Татаренко, Харитонов. Ну, серп и молот. Все как положено. Какой сегодня год? Может, 1923? И вот еще интересная находка. В этом училище учился товарищ Назарбаев. Это очень важно. О повстанцах здесь не слышали.
Вот это шикарное старое здание, как оно выглядит сбоку. Ну и там идет старая улочка. Шестое. Оля упоминает, что ходила коров пасти к недалеко живущему немцу Гарберу. Автор этой книги Мария Лискевич провела детство в Нижней колонии в Каменском. Она упоминает Веру и Сашу Гарбер, но не указывает, в какой колонии они жили. То есть Оля ходила пасти коров в Нижнюю или Верхнюю колонию. По-любому там есть и ЖД-ветка, которую она упоминает. Седьмое. Где находилось кладбище в Каменском в 1920 году? На месте Центрального парка. Днепродзержинский парк культуры и отдыха основан в 1932 году. Через год Днепродзержинский исполком принял решение о закрытии кладбища и разбивке на его месте городского парка имени Дзержинского. Началась реконструкция, но захоронения продолжались по крайней мере до 1936 года. Понятно, что кладбище в центре города не айс. К тому же и хоронить уже было некуда. Надгробные плиты, памятники, гробы с костями просто вывозились на свалку, а родственникам усопших не поступало никаких предложений по перезахоронению останков. Что касается парашютной вышки, то она была высотой 75 метров, как сказали мне старожилы Каменского, которые с нее когда-то прыгали. Демонтировали парашютную вышку в начале 70-х. Вот карта 1953 года, я красным выделила эту вышку. Сейчас на этом месте стоит карусель. Вот на этом месте стояла когда-то вышка парашютная 75 метров, как мы нашли здесь старожилов, они нам рассказали. И тут была тырса, и люди приземлялись. Весь парк это было кладбище, практически территория парка. Чтобы понимали локацию примерно. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Восьмое. О селе Ивановка, куда Оля попала в 1920 году. Скорее всего, это Ивановка Кобелякского района. Оля села в подводу в селе Просянакивка к людям, которые ехали с ярмарки, а значит это часов 4-5 вечера. Ей сказали: ложись, спи, скоро доедем. И приехали к вечеру, то есть часов 7-8. От Просянакивки до этой Ивановки 33 километра, а до Ивановки Карловской 80 километров. Второй аргумент. Зачем на ярмарку так далеко ездить, почти в 100 километров? Тогда Оле бы точно не сказали, что скоро доедем. Лошадь с подводой идет с такой скоростью. Шаг 4 км в час, спокойная рысь 10 км в час. То есть за 3-4 часа и добрались на подводе с Просянакивки в Ивановку Кобеляцкого района, если так рассуждать. И это фото церкви в Ивановке нам прислал директор Ивановского лицея Владимир Иванович Кишинский. И он сказал, что церковь находилась на пересечении с улицей Киевской слева, если заезжать в село. И, наконец, девятое. О Васильевке Песківської волости Кременчуцького повіту. Село это было большое, 638 жителей, 107 дворов, православная церковь, школа, постоялый двор, 5 ветряных мельниц. Владели селом помещики из известного рода Капнистов, а именно в интересующее нас время граф Петр Иванович Капнист и его дочь Евгения, которая родилась в 1867 году в замужестве Драгацих Палеолог. В 1917-м Евгения была еще жива и пыталась судиться за землю с жителями Васильевки. Васильевка известна тем, что в 1881 году там родился замечательный художник Иван Кириллович Дрепаченко. Отец его служил в имении графьев Капнистов на должности ключника. То есть раньше в экономиях было такое количество ключей от всяких кладовок, кухонь, комнат, что отдельный человек ними заведовал, хранил и выдавал. В связи с этим Иван Дрепаченко имел возможность
возможность общаться с графьями, и те сумели разглядеть в нем талант. И Иван в 1894 и с помощью Евгении поступил в Киевскую рисовальную школу. И с этого момента начинается его карьера художника. Потом Евгения помогла ему за границей учиться, в общем, пособляла юному таланту. И вот я вам покажу сейчас фото интересное, чтобы вы понимали, как выглядели жители Васильевки в те времена. Вот это мама и бабушка этого Дрепаченко, а это свадьба его родителей. Как утверждает Википедия, этот Кирилл Дрепаченко колишній кріпак та безземельний селянин. Но одевались эти Дрепаченки лучше, чем дворяне новохатские, о которых мы рассказали в предыдущей части. И вот художник-пейзажист Терещенко, который прожил 91 год, а родился в 1900 году, так описывал художника. Дрепаченко виглядав кремезним, з відкритим свіжим обличчям, русявим чубом, вусами та невеликою еспаньолкою. Очі сірі, завжди злегка прижмурені. Одяг носив напіввійськовий, влітку солом'яну панаму, парусиновий плащ, в руках неодмінно був металевий ціпок з закругленою ручкою, говорив українською мовою, мав низький тембр, згадував про своє навчання в академії, розповідав про своїх вчителів Репіна, Чистякова, Савинського. Зустрічі з артистами-письменниками. У цих бесідах виявлялися і природний гумор художника, його широкий світогляд, виняткова людяність, любовь до мистецтва. Судьба Дрепаченко трагическая. В конце жизни он вернулся в село, злоупотреблял, и 24 декабря 1936 года в Евдомии случился пожар, в котором он погиб в возрасте 55 лет. Сумна доля и творчей спадщины майстра. Терещенко говорил, что многие его картины, портреты, эскизы, рисунки, библиотека, личный архив родственниками за бесценок были проданы частному лицу, жителю соседнего села Юрки, Белокобыле, который без промедления начал перепродавать живописные работы через комиссионные магазины Киева, Харькова и в других местах. Во время гитлеровской оккупации значительная часть произведений Дрепаченко, сохранившаяся у Белокобылы, оказалась в руках немецкого коменданта Китлица и была им вывезена в Германию. В общем, суть такова, что при жизни художник Дрепаченко признан не был, рисовал картины, раздавал. У каждого жителя Васильевки валялись его работы на горищах. Когда я в 2015 году поехала в Васильевку, потому что уже тогда составляла родословную, а род Дробах меня очень заинтересовал. И мне рассказали там об Иване Дрепаченко, и как-то зимним вечером 27 декабря 2015, ровно через 79 лет после его гибели, я создала его страницу в Википедии. И потом как раз стали ним интересоваться, защищать диссертации, писать о нем книги, и теперь его страница в Википедии достаточно наполнена. Вот, кажется, и все. Теперь мы подготовлены, чтобы слушать воспоминания Ольги Дробахи.